Здравствуйте! Сегодня мы расскажем, как организовано питание на борту круизного лайнера. Как правило, система питания на круизных лайнерах компании класса «Стандарт» — это привычное многим туристам «все включено» за исключением напитков. На круизных лайнерах повара традиционно возводят процесс приготовления пищи в ранг искусства. В течение круиза продолжительностью неделя используется более 3500 различных ингредиентов для приготовления всевозможных кулинарных изысков. Каждую неделю 6680 пассажиров отправляются в путешествие на борту самого большого в мире круизного лайнера Symphony of the Seas или Симфония морей. И всем этим людям нужно кушать 3, 4, а то и 8 раз в день. Все нужно рассчитать. Это завтрак, обед, ужин, плюс перекусы, плюс еда ночью и постоянная круглосуточная еда вокруг. И это никогда не прекращается. Корабельные кухни работают круглосуточно и без выходных. В них работает команда поваров, насчитывающая более 1000 человек. Они готовят более 30 тысяч блюд каждый день. И все это они делают в компактных кухнях и на качающемся корабле. Так как же вся эта еда попадает на тарелку? Начать следует с погрузочной площадки в субботу. Этот день очень важен, потому что в субботу вся новая еда доставляется на вторую палубу лайнера. Когда идет погрузка, все работники очень заняты, и это создает определенную напряженность. Менеджер по запасам еды Джаред де Сильва заказывает еду для 23 различных ресторанов корабля. Каждую неделю Джаред выделяет на покупки $1 миллион, и все это только на 7 дней еды. Иногда Джаред корректирует свои заявки в зависимости от того, кто поднимается на борт. Например, если больше детей, значит больше куриных палочек. Джаред ежедневно мониторит ситуацию, уточняя, что из продуктов уже использовалось, а что нет. Исходя из этого, корректируются следующие заказы. Хотя по большому счету, когда судно находится в Майами и количество пассажиров почти всегда одинаково, объем необходимой еды повторяется для каждого круиза. В день погрузки в порт Майами прибывает около 30 грузовиков. Погрузчики перевозят продукты на 500 поддонах, и все это должно быть загружено на корабль к 16 часам. Любая задержка в погрузке может помешать своевременному отплытию лайнера, поэтому к логистике предъявляются очень высокие требования. Более 273 тысяч килограмм еды и напитков рассчитаны всего на одну неделю плавания. Оказавшись на борту, вся продукция перемещается по служебному коридору корабля. Коридор для экипажа называется I-95, и он проходит по всей длине корабля на второй палубе. Продукция распределяется по точкам в разные места, туда, где она должна находиться. На корабле существует около 20 различных складских помещений, разделенных на морозильники, холодильники, встроенные холодильные камеры и сухие склады. Морепродукты, мясо, овощи и фрукты – все они разделены и хранятся в отдельных холодильниках. К концу круиза все эти коробки с фруктами будут почти пусты, поэтому создается резервный запас с фруктами, которых хватит еще на 2 дня круиза. Имеется также 6 морозильных камер, где хранится 700 фунтов или 300 килограмм мороженого, которые будут съедены полностью за неделю. Сухие товары хранятся на нижней палубе. Эти кладовые забиты специями, шоколадом и кофе. В такой кладовой просто приятно находиться. Лифт доставляет продукты вниз. Команда Джареда каждый день проверяет качество всей еды. Если фрукты или овощи дозревают быстрее, чем ожидалось, то их попытаются превратить в другое блюдо. Например, перезрелая брокколи может быть добавлена в суп из брокколи с сыром чеддером, вместо того, чтобы быть просто выброшенной. После того, как весь инвентарь будет подготовлен, рестораны на верхних палубах начинают заказывать продукты у Джаред. Повара спускаются вниз, забирают заказ и увозят его для приготовления пищи. И тут появляется этот парень. Немец Эладио Рихо-Рихо, шеф-повар круизного судна. Он говорит, что отвечает за любую еду на борту этого прекрасного корабля, за все то, что едят пассажиры. Все, что у них есть на столе – красивая картошка, рис, паштет, выпечка, салат, креветки – это ответственность шеф-повара. Команда Рихо-Рихо – это 280 поваров, которые управляют кухнями круглосуточно и без выходных.
Каждый повар работает по 10-12 часов в день. Контракты с ними заключаются обычно на 4 месяца и без единого выходного. Часть людей начинает работать в 8 часов утра до 14 часов. Затем перерыв, и в 17 часов они возвращаются к работе, обеспечивая ужин в 21:30. Затем в 22 часа начинает работать вторая группа. Она работает всю ночь вплоть до 10 часов утра. Таким образом, две группы обеспечивают питание пассажиров 24 часа в сутки. Повара на борту готовят около 100 различных меню в течение недели. Все меню разрабатываются в штаб-квартире компании Royal Caribbean в Майами. И каждую неделю повара придерживаются одной и той же ротации меню, готовя все от каре ягненка до суши, скрученных вручную. Еда должна быть разнообразной, чтобы соответствовать международным стандартам пассажиров Symphony of the Seas, где отдых организован в самых разных ценовых категориях. Здесь стараются угодить всем и убедиться в том, что каждый пассажир может найти все, что он пожелает. Все приготовление пищи происходит на 36 кухнях или камбузах, как их называют на корабле. На борту работают 12 специализированных ресторанов, где стоимость еды составляет до $50 на человека. И каждый из этих ресторанов имеет свой небольшой камбуз. В этих тесных помещениях поварам приходится готовить пищу каждый день согласно меню. В ресторане Jamie's Italian готовят свежую пасту, а в Hooked за круиз готовят более 2000 устриц. Но самое большое количество еды зарезервировано для главного ресторана, который охватывает 3 палубы и обслуживает до 6000 человек в сутки. Эта еда включена в стоимость билета пассажира. Прежде чем продукты попадут на главные камбузы, их подготавливают на одной из кухонь в служебном коридоре I-95. Одно из помещений – это мясная лавка. Здесь работники занимаются разделкой мяса. Каждую неделю через мясников проходит около 15 тысяч фунтов или 6800 килограмм говядины и 9700 фунтов или 4400 килограмм курятины. Есть также комната для нарезки овощей и место для размораживания рыбы. Омар – самое популярное блюдо в основных ресторанах. Каждую неделю на лайнере готовят около 2100 фунтов или 1000 килограмм хвостов лобстеров. После всех приготовлений продукты направляются наверх, в главный камбуз. Самая большая кухня корабля разбита на категории. Это десерты, хлеб, холодные блюда и горячие блюда. На десерт повара готовят торты, шоколад и около 100 различных видов выпечки. В хлебопекарне прямо с нуля пекут 40 видов хлеба со всего мира. Но настоящая суета начинается как раз перед ужином. В это время в главном обеденном зале томятся 6000 голодных пассажиров. В это время главная роль принадлежит Рихо, ведь перед тем, как начнется приготовление ужина, он должен одобрить все блюда. Рихо пробует каждое блюдо и высказывает свои замечания. Aioli, we need to put a little bit more for today, huh? You can see, chef, how we look, huh? Take a note, don't forget, huh? That's what we're talking about, right? Beautiful, beautiful. We don't have any challenge, so we're ready to go. That's it. Chef, thank you so much, and thank you so much, and look forward to have a beautiful night tonight. Thank you, have a beautiful day. Bye-bye. Повара берут на заметку его замечания и начинают готовить. Количество заказанных блюд повара могут видеть на экранах. Система также отслеживает, сколько используется инвентаря. В холодильной камере салаты и закуски, такие как карпаччо, собираются вместе. На кухне горячих блюд повара готовят супы, соусы, гарниры и основные блюда. Когда все готово, официанты начинают разносить блюда голодным пассажирам в главном ресторане. Эту грандиозную работу выполняет бригада из 1085 человек, состоящая из поваров, официантов, посудомойщиков и вспомогательных работников. Все вместе они готовят около 11 миллионов блюд в год, и все это они делают на плывущем корабле. В море корабль качает, поэтому и все оборудование построено с учетом этого. Иногда бывает, что тележка с блюдами неожиданно может укатиться, поэтому все повара относятся к этому внимательно. И все же, если члены экипажа делают свою работу правильно, пассажиры даже не узнают, что может возникнуть какая-нибудь проблема. Они просто продолжают беззаботно принимать пищу.
А теперь посмотрим конкретно, чем угощают пассажиров. Конечно, невозможно попробовать за неделю все блюда на корабле размером в 4 футбольных поля. Эбби и Софи расскажут, какие блюда являются лучшими и которые не стоит пропустить. Большинство пассажиров проводят большую часть своего обеденного времени в ресторанах, так как стоимость еды включена в стоимость круизного билета. Но необычные блюда, которые предлагаются на корабле, находятся не в обычных ресторанах. Это фирменные блюда. Эбби и Софи решили попробовать самые популярные блюда в 8 разных ресторанах, чтобы определить самое лучшее блюдо. На 15-й палубе расположен мексиканский ресторан быстрого питания El Loco Fresh. Непринужденная мексиканская закусочная включена в стоимость билета и предлагает начос, буррито и quesadillo в виде шведского стола. Но решено было попробовать блюдо тако. Лепешки в нем ничем особенным не отличаются, но мясо, на удивление, сочное и имеет приятный острый вкус. На 12-й палубе корабля находится тематический ресторан, оформленный в стиле «Алиса в стране чудес». Обед в «Стране чудес» стоит около $50 на человека и не входит в стоимость билета. Еда здесь представлена очень креативно и весело. В Instagram можно найти эти очаровательные волшебные грибы, и их нужно обязательно попробовать. Этот десерт называется «Мистический грибной сад». Это что-то необычное. Миндальный бисквит и фисташково-бело-шоколадный мусс украшают грибную начинку. Красная шляпка – это персиковая глазурь. Бисквит подается с фисташками, тортом «Красный бархат» и крошками шоколадного торта, а также шербетом из манго. Дальше мы двигаемся на 8-ю палубу, где расположен самый шикарный ресторан на корабле – 150 Central Park. Аппетитные закуски и впечатляющие основные блюда прекрасно сочетаются с атмосферой ресторана. Среди популярных блюд в этом заведении – хрустящая свиная грудинка, которую подают к столу, утиный дуэт и жареный чизкейк. Однако надо знать, что это очень модное место, и одно блюдо может обойтись вам в $50 за тарелку. Шеф-повар корабля Рихо посоветовал попробовать тушеную говядину Харрис с жареным луком-пореем и пюре из мускатной тыквы. Это блюдо оказалось одним из самых лучших блюд на борту всего корабля. Оно очень мягкое и нежное, просто тает во рту. Стоит только прикоснуться к нему, и оно рассыпается. На этой же палубе находится ресторан Jamie's Italian или Джейми Итальянец. Этот ресторан знаменитого талантливого шеф-повара из Великобритании Джейми Оливера. У Джейми атмосфера гораздо более непринужденная, чем в 150 Central Park, и меню немного дешевле – $35 на человека. Здесь готовят трюфельную пасту Альфредо, феттучини со сливочно-трюфельным соусом Альфредо, сыром пармезан, трюфельным маслом и трюфельной стружкой. На 6-й палубе есть корабельная стойка с хот-догами Dog House. Все, что есть в меню, включено в стоимость билета. Многие считают это лучшим местом для быстрого перекуса. Здесь готовят классический кони-дог. Это хот-дог в булочке, покрытый пикантным мясным соусом. В другом хот-доге есть курица и яблоки, и он действительно хорош. Напротив Dog House находится корабельный спортбар Playmakers. Здесь есть все, что можно попробовать из курицы. Крылышки, начос, слайдеры, куриные котлеты. Эта еда оплачивается дополнительно и предлагается по меню. Здесь же можно попробовать шикарное печенье Campfire за $6. Это теплое печенье с шоколадной крошкой, покрытое зефиром и нутеллой. Оно подается с шариком мороженого и стаканом молока. Это красивое печенье липкое внизу, но пушистость зефира на самом деле уравновешивает эту липкость. Hooked – новейший ресторан Royal Caribbean на 16-й палубе. Здесь можно отведать различные морепродукты. За $35 на человека можно купить свежие устрицы или крабовые котлеты из Новой Англии. Но многие советуют отведать роллы с лобстером из штата Мэн. Эти кусочки клешней лобстера смешаны с майонезом и зеленым луком. Они подаются на намазанном маслом и поджаренном рулете.
Что может действительно понравиться в ролле с лобстером, так это то, что в нем не было слишком много майонеза, а самого лобстера было достаточно много, потому что плохой ролл с лобстером – это просто много майонеза и мало лобстера. Ресторан Изуми на 4-й палубе – это паназиатская концепция Symphony of the Seas. В меню есть суши, удон, рамен и жареный рис, все по ценам а-ля карт. Перевод «а-ля карт» с французского звучит как «по карте». В ресторане «а-ля карт» отдыхающие могут ощутить себя частью привилегированного общества, а также попробовать то, что не подают в общем буфете. Здесь следует попробовать ролл со сливочным трюфелем и лобстером в темпуре. Фирменный рулет от шеф-повара стоит $16, но по объему он не маленький. Ролл состоит из кампачи, лосося и спаржи. Сверху он покрыт кусочком лобстера в темпуре, смешанным с понзу и острым майонезом. А если этого недостаточно, можно добавить каплю трюфельного масла. Попробовав множество блюд, Эбби и Софи пытаются определить лучшие. Но сделать это очень сложно, учитывая, сколько блюд они съели за неделю. Софи понравились трюфели и паста с трюфелями в ресторане Jamie's Italian, а Эбби – роллы с лобстером в ресторане Hooked. Однако все эти блюда достаточно дороги и оплачиваются дополнительно. Поэтому среди обычных ресторанов победитель El Loco Fresh. Начинка батончиков была очень вкусной, особенно свинина и говядина. Таким образом, блюдо тако – лучшее блюдо из включенных в стоимость билета. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!